Всем привет! Со мной сегодня опять Андрей и Ирина. Мы сегодня вам покажем, расскажем, зачем забирать своими ногами ногу другого человека. Вы, наверное, если пятерки смотрели или участвовали, конечно, все это видели много раз. Сейчас покажу. Ир, подвинься, я Андрееву ногу заберу. Стоим с Андреем, и какая-то из его ног обязательно находится впереди. Либо там, либо это. В целом, неважно. Давай, вот это какая больная? Левая. Левая. Тогда ее и давай. Пусть на весу будет. Надеюсь, микрофон не вывалится. То есть ситуация выглядит так. Ну и как вообще захват осуществляется? Мы с ним стояли, что-то делали, я его отвлекал. Цепанул снаружи, подтянул к себе и замочек закрыл так, чтобы он уже не выбрался. Вот, я забрал ногу. Повторюсь, какую ногу забирать, не так уж и важно. Ну, по крайней мере, я глубоких исследований этого вопроса не проводил, может и важно, но не критично, так или иначе. Ир, возвращайся, только сюда. И забирай у Андрея ногу, забирай. Ну и будь хорошим первым номером, забери его еще руку накрой. Ну, правой рукой нормально закрой руку, чтобы он не вылезал. Вот так. Вот так, как Ирина, должен себя вести хороший первый номер. Она положила свою руку сверху руки Андрея, то есть он не может ее быстро достать без усилий. Этой рукой она контролирует, не надо хвататься за фальшон. Просто вот здесь держит, контролирует. За крагу возьми его и все. Вот, чтобы даже если он вырвется, если захочет, но это потребует от него усилий, это тоже хорошо. И забрала ногу. Что в этой ситуации правильного и хорошего? Самое главное и правильное, то, что Андрей сейчас не может никуда убежать, если ему понадобится. То есть, если придет друг Иры, то Андрей никуда не денется. Друг Иры придет и начнет Андрея страшно избивать. Либо начнет с ним бороться. Это плюс раз. При этом сама Ира в таком положении может в любой момент уйти. То есть она может все бросить и сделать шаг назад. Если вдруг придет друг Андрея. Ну, потому что у нее тоже все занято. Если друг Андрея придет, придется ей все это бросать. То есть вот первый плюс забирания ноги – это фиксация противника на одном месте и сковывание его действий. Это раз. Второе. Из этого положения можно сделать несколько технических действий, ну, парочку, по большому счету, которые могут как стать броском, то есть можно самостоятельно, ничего не делай. Сделай замок нормальный. Что ты халявишь? Замочек стараемся закрыть повыше. Либо привести к броску технические действия могут, либо сделать ему еще более неудобно. Давай все-таки я их покажу. Отойди. На, Андрюх, давай эту ногу мне. Все, вот я вместо Иры стою. Первое, что можно сделать, это взять... Так, что-то я боюсь за микрофон. Здесь не важно, что у нас находится. Щит, меч. Это залезть рукой внутрь, начать вытягивать своей ногой, которая поддерживает снизу ногу Андрея, назад. Ну, ты не откидывайся уж, стой ровно, нормально. Встань. А своей рукой и весом своим выжимать его от ристалища, вон туда. Ну и фактически лечь на него. У вас рука на ристалище, у Андрея рука на ристалище. В принципе, если Андрей, у тебя какая нога? Вот. Если Андрей попрыгает чуть-чуть на своей опорной ноге назад, то он фактически мое действие это компенсирует. То есть он просто останется в не очень удобном положении, но он не упадет. А некоторые падают. То есть так можно человека вполне уронить. Забираете ногу, полезли внутрь. Если он не успел среагировать, там наклонить голову, прижаться, то его можно растянуть и уронить. Второе действие, которое можно сделать. Так, микрофон мы починили. Левую ногу давай. Забрали ножку, замкнули.
возьмите ресталище по-человечески, как ты бы за него держался. Это, если противник зазевается, ну, оторвись чуть, отдаст вам чуть голову, это взять, закинуть локоть и повиснуть на нем вот сюда. Из такого положения, если вы держите еще здесь руку его, противник выбраться практически не может. Он единственное, что хорошего может сделать, это вот этой рукой начать вашу руку спихивать и головой вылезать. Спихивай. Но это не так уж и просто, потому что все-таки у него нет опоры нормальной, правда и у вас нет. Ну, выбраться можно, но очень сложно и трудоемко. Повалить так человека тоже у меня получалось. Он стоял, отрываешь руку, начинаешь куда-то сворачивать, но это все довольно криво и на хороших, опытных товарищах не проходит. В таком положении очень хорошо ждать своего друга. Вот если к вам друг пришел, он может и по спине постучать, и ногу выбить. То есть в таком положении человек долго не живет против двоих вообще. Если вы в такое положение человека поймали, ну, как бы и все. Ай. Ну, собственно, два самых простых варианта. Первый – забрали, растягиваем. Второй – забрали, накинули руку, наклонили, поставили человека в кривое положение. Ну, если ничего из этого не получается, а такое сплошь и рядом, значит, просто стойте. Если у вас никаких дел на ресталище больше пока нет, вы можете поймать кого угодно, взяли ногу, вцепились в ресталище и стоите, ждете, пока вам придут на выручку. Ну, либо ему придут на выручку. Как пойдет. Про захват ноги. Да, как этого не допустить? Надо просто быть внимательными. И когда вы стоите, боретесь с человеком, если вы только почувствовали, потянись к ноге моей. Забери у меня ногу. Вот, потянись. Нет, ну снаружи бери ногу. Если почувствовали, что к ноге тянутся, взяли и убрали чуть-чуть. Там отпихнулись. Либо стоите просто, не даете пролезть никуда. Оп. Вот такая вот игра. Но при возможности, если вы имеете такую возможность, ногу надо забирать всегда. Это полезно. Давайте на этом тоже сегодня закончим. Пальцы вверх ставим. Канал спонсируем. И на канал подписываемся. Друзей подписываем, бабушек подписываем. Все занимаемся ИСБ. Все, всем пока.